Привет! Я в городе Шардара. Город этот на берегу Шардаринского водохранилища, рядом с Шардаринской ГЭС. Небольшой город в самом, получается, дальнем углу Казахстана. Только этот угол южный, наверное, самый южный, потому что этот город находится чуть-чуть западнее и севернее самого южного города Казахстана, города Жетисай, который здесь находится в 80 километрах и который я посещал перед этим. Ну, поскольку здесь было всего 80 километров, я не мог не доехать сюда, не посмотреть, как здесь все устроено и что здесь есть. Я увидел там вот знак по поводу наличия здесь музея. В музее я уже сходил, там замечательные хозяева музея мне устроили прекраснейшую экскурсию. Ну, насколько можно. К сожалению, я ничего не понимаю по-казахски. Как получилось, так получилось. Я эту экскурсию вам покажу либо отдельным видео, либо в этом же видео тоже покажу. Город здесь живет, здравствует. Здесь все вокруг, я так понимаю, занимаются хлопком, занимаются рыболовством. В общем, жизнь жительствует. Если посмотреть вокруг, там я проезжал по улицам, везде идет стройка, меняются трубы, что-то там с дорогами делается и все такое прочее. Ну, то есть все шевелится. А здесь вот есть парк первого президента, уже традиционный, который есть во многих городах. Я так понимаю, что вот это центральная площадь города. Здесь, ну вот один из домов. Мы сходим туда, в парк первого президента, посмотрим, как он выглядит. И наверняка вот оттуда вот будет замечательный вид на водохранилище и, возможно, на плотину Шардаринской ГЭС. Сходим сейчас, посмотрим. Парк здесь довольно крупный. Здесь вот на главной аллее, я так понимаю, представлены всякие тематические вот такие вот малые скульптурные формы. Есть скамеечки, есть подсветочка, деревья, не знаю, как это называется правильно, туи, наверное, или как, такие вот деревья. Там, я так понимаю, мемориал, там аллея героев, в ту сторону вниз есть спуск, и там, я так понимаю, есть городской пляж, плюс какие-то рестораны и все такое. Ну и надо сказать, что парк прям довольно большой, ну, по крайней мере, вытянутый от главной площади в сторону водохранилища. Здесь, я не знаю, ну, метров 300, может быть, даже чуть побольше. Чуть дальше вон тут есть детская площадка, всякие качельки, карусельки для самых маленьких. Ну и вот туда дальше, к сожалению, уже солнце заходит, но я надеюсь, что пока еще видно. Кроме всего прочего, сегодня еще и погода такая, то есть не только дело все в вечере, но еще, как вы видите, дымка такая стоит. То есть воздух совсем-совсем непрозрачный. Вон даже противоположного берега толком не видно, хотя его здесь видно должно быть. И вот в конце парка, я так понимаю, что вот эта смотровая площадка, на которой стоит такая пирамида. Она, я так понимаю, что в процессе ремонта, потому что низ ее заделан железяками. Но, наверное, может быть, можно куда-то там будет зайти посмотреть, подняться наверх и все такое. Сейчас попробуем. Здесь вот есть концертная площадка, сцена, зрительские места, зрительский зал. Ну и открывается вид на реку Сырдарью, на Шардаринское водохранилище. И здесь можно вон даже пройти и выйти, я так понимаю, напрямую к воде. Там, вон, смотрите, на плаву даже какой-то кораблик есть, который, возможно, тут кого-то куда-то катает. Почему он вон там стоит, просто на воде, я, честно говоря, не знаю. Ну и вон, смотрите, вот он берег. Я так понимаю, что уровень воды сейчас здесь в водохранилище не слишком высокий. Он вообще, в принципе, как мне сказали в музее, сейчас не слишком высокий, потому что воды по Сырдарье из Узбекистана приходит крайне мало, к сожалению. Ну, что есть. А так, я так понимаю, что в обычных раскладах вот это все тоже затоплено, и вода, наверное, где-нибудь там около самой лестницы.
Но зато вон раздолье для рыбаков. Есть куда вон съехать на машине. Причем люди где-то съезжают прям даже на обыкновенных машинах. Может быть, мне тоже хотелось бы съехать на берег и там заночевать с костриком. Там вон люди на лодках рыбачат. То есть рыбы здесь все в порядке. Ну и, наверное, надо нам дойти вот туда до угла, поскольку, скорее всего, оттуда будет какой-нибудь удивительный вид на Шардаринскую ГЭС. Посмотрите, какие здесь обрывы. Здесь сама природа, я так понимаю, позаботилась о том, чтобы было удобно построить вот это вот водохранилище. Такое все песчаненькое, честно говоря, так стрёмненько к нему подходить, а тропинка идет прямо по самому краю. Там, блин, музыку включили. Может, эта музыка мне и помешает, потому что YouTube меня потом забанит, скажет, что я незаконно музыку использую. Ну и вот такой вот вид. Да, солнце садится. Да, все в дымке, но вид шикарный. Люди ловят рыбу. Такой здесь, будем так говорить, огромный пляж. И вон там, вон, плотина Шардаринской ГЭС. Я надеюсь, что получится туда куда-нибудь поближе подъехать и посмотреть на нее. Тем более, что дорога, по которой надо будет уезжать дальше, она, наверное, вот туда за плотину, по той стороне идет. А там, я так понимаю, что музыка это на центральной площади началось какое-то мероприятие. Сегодня пятница, и, видимо, что-то там будет сейчас происходить. Благодаря тому, что противоположный берег скрыт вот в этой вот дымке, создается ощущение бескрайности вот этой вот пространства, такого настоящего моря. А я уже, честно говоря, за практически целый год уже путешествия по Казахстану по морю немножечко соскучился. Жду не дождусь, когда я доеду обратно к Каспию, чтобы хотя бы просто посмотреть на Каспий. Прогулялись мы по парку, посмотрели на водохранилище. Там на центральной площади концерт, я так понимаю, в самом разгаре. Вон, слышите? Музыка гремит, так сказать. Туда можно, конечно, проехать, но, наверное, не стоит, потому что там, скорее всего, еще все перегорожено, наверное. Проедемся по исторической части города, где вот здесь вот эта советская застройка, многоэтажки, что-то вот такое вот. Чайка. Что это за чайка? Здесь вот Казактелеком. Ага. Казпочта. Справа там вот, я так понимаю, что, наверное, какие-нибудь спортивные мероприятия. Большое здание. Здесь заправка и все такое. Здесь какой-то, видимо, университет. Наверное, там вот, судя по таким высоким штукам, стадион. Здесь какая-то вот такая вот стоянка. И что-то там вот такое еще. Это может быть гостиница, а может быть дом культуры какой-нибудь. К сожалению, у меня вон тут окна грязные. Что там пишут? Ага, это, я так понимаю, это акимат, то есть администрация стоит на берегу. Ну а мы проедемся еще вот здесь вдоль стадиона и посмотрим на старую часть города. Там вот, я так понимаю, что это школа, видимо, какая-то новая построенная. Здесь какие-то частные дома и все такое. Такие небольшие улочки, все такое скромненькое, но в то же время какое-то вот уютное. И особенно интересно то, что это же все вот, во-первых, на берегу, во-вторых, находится в такой, как это сказать, в зоне холмов. То есть все улочки, они тогда вверх-вниз, как-то так примерно ходят. Здесь, я так понимаю, что вот она больница. Здесь просто, видимо, какие-то жилые здания и все такое. Поликлиника, наверное, вот здесь слева. Ну и нам здесь куда-то туда дорога, но я уже повернул налево. Поедем обратно в сторону, ближе к центру. Посмотрим, как этот город выглядит, так сказать, изнутри. На стенах вон домов есть такие муралы, как это много где принято. Здесь перед домами построены дополнительно всякие разные, я так понимаю, сервисные и торговые мероприятия. Здесь, я так понимаю, что какая-нибудь, наверное,
администрация, относящаяся к ГЭС, скорее всего. Ну, это еще советский соцгород, двухэтажные здания. Я так понимаю, то, с чего этот город весь начался в первую очередь, скажем так. Здесь вот как раз то, про что я говорил, вот такие вот перекопанные поперек улицы. Я вот сейчас уже здесь ехал, и такие вот перекопанные штуки по всему городу, по всем улицам. Это меняли трубы. То есть я так понимаю, что их вот только-только, видимо, закончили менять, потому что прям чувствуется, что так слегка уплотнена земля и подготовлена под укладку асфальта. Дальше. И вот так по всему городу все это дело и продолжается. Вот мы с вами, получается, что объехали всю центральную часть, скажем так, города. Вот здесь старая еще советская школа со спортзалом. Вот обратно, мимо жилых домов и всего остального, обратно выезжаем вон туда на площадь, где стоит этот монумент. Милый городок, место прикольное. Наверняка здесь здорово, круто и красиво. Летом наверняка очень жарко, зимой, скорее всего, не очень холодно. И, возможно, для тихой, спокойной жизни это очень хорошее место. Но я люблю путешествовать, и я поеду дальше. А с этой стороны, там вот, видимо, уже частный сектор, небольшие дома, частная застройка. Такая вот куда-то широкая улица туда уходит, куда-то в центральную часть. И здесь получается, что вот та часть города, она приподнятая, а вот та часть города к водохранилищу, к реке, спускается вниз, что, в общем-то, логично. А вот здесь уже видно, что, смотрите, уже места укладки труб уже заделали. И тут вон даже уже какую-то разметку рисуют. Тут какие-то, видимо, планируются мероприятия будут происходить. И написано «Старт». Прикольно. Едем дальше. Начинается какой-то бульвар. Главное не заплутать. Потом выехать туда, куда мне надо. Ну, город небольшой. Я надеюсь, что я все-таки попаду туда, куда мне надо. А надо мне, естественно, через речку на ту сторону, чтобы вдоль речки потом поехать дальше. Ну вот улица пошла вниз, по ней мы туда и поедем. Темнеет, уже видно, наверное, очень-очень плохо все. Да, все правильно, я поехал прямо по центральной улице, которая, вон она, видите, ведет туда и прямо к плотине или к мосту. Плотина, потому что, наверное, вот здесь вот, да. А там уже просто мост через речку. Ну, по крайней мере, посмотрим на мост и на речку, если не получится посмотреть на плотину. Ну и вот с таким вот поворотом все это выходит вот туда вот, собственно, к реке. Здесь, я так понимаю, какой-то парк вот есть, какие-то по берегу штуки всякие. Здесь вот с этой стороны тоже какая-то такая штука-дрюка. Здесь можно куда-то, видимо, по набережной пройтись, погулять, наверное. Ну и вот сама река, вот в ту сторону уходит Сырдарья. А вот в той стороне тоже Сырдарья, и там где-то та самая ГЭС, плотина, которая держит вон то водохранилище. Плотина, смотрите, какая большущая. Длинная-длинная, насыпанная из песка. Ну и как-то и все. Вот такой вот он город Шардарья. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. С вами был Странный Дядька. А мне вот туда пилить, пилить и пилить. Надеюсь, что дорога здесь будет хорошая, потому что темнеет уже. Ехать по темноте по плохой дороге будет так себе.